Машина передвигается, заводится. Вопросов нет. Будут ее докрашивать. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Falcon Top. Меня зовут Сергей, и мы начинаем. Сейчас мы делаем обзор на реставрацию Nissan Skyline в кузове R34 GTR. Поехали. В целом все даже собрано. Ну как. Ну, в целом смотрим. Не хватает одной гайки. Так, снимает растяжку. Это стабилизатор. Наконечники. Это, видимо, выпуск, или это поддон, или выпускной коллектор запаянный. Поддон, наверное. Масла в двигателе нету. В багажнике лежат фары, задние фонари. Патрубок впускного коллектора снят. Патрубок интеркулера снимается. Радиатор основной снят. Под коробку, видимо. И под двигатель. Поставлен стол. Снят двигатель. Двигатель как-то странно, очень медленно крутится. Отсоединяется стартер. Снимается коробка. Корзина сцепления. Со сцеплением. Ну, в нормальном состоянии сцепления в целом. Маховик откручен. Насос гидроусилителя откручивается. Спокойно, тихо. Так, вентилятор с помпы открутили. Впускной коллектор. И смотрим, что мы видим. Клапана в хорошем состоянии. Проблем вроде нет. Нагара, ну, как такового, чтобы клапан не закрывался, нагара нет. Турбина. Выпускной коллектор откручивается вместе с турбиной. Шкив коленвала снимают. Ремень ГРМ.
Уже снят, ничего себе. Распредвалы. В нужном порядке. Отлично. Звезды отсоединили. Толкатели клапана. Головку блока цилиндров. Так, смотрим. В смысле, тут поршня не было или что? Стоп. Один поршень отсутствует. Поддон двигателя снимается. Он алюминиевый, его заваривали. Так, здесь присутствует металлические фрагменты от чего-то. Может быть, даже от полуколец. Так. Поршня снимает. Вкладыши с износом. Все до винтика откручено. Ребята, видимо, керхером не будут это делать, это слава богу. Все разобрано на мелкие детали. Клапанные крышки пескоструятся. Все чистится. И покрашено, видимо. Так, это расточка цилиндров происходит. Или нет? Вроде да. Все, цилиндры расточили до идеального зеркала. Дальше хеннинговка. Это для того, чтобы соприкосновение на зеркале цилиндра, чтобы снятие масла было лучше. То есть они расточили под следующий размер, видимо, под ремонтный. Турбина. Снимает приемники всякие. И снимает с выпускного коллектора. Видимо, замеряет, в каком положении, да, она была. Лопасть съедена одна. И здесь загнуто. Так. Ну, ремонтные комплекты у них, видимо, есть на турбину. Обалдеть. Технология. Так. Это они сборку турбины делают.
горячая холодная часть. И сам картридж с элементом турбины. Так, старые вкладыши, видимо, ставят. Масло. Так. Затянул. Колечки. Так. Все пока идеально. Так, вставляет клапана. Клапана были в целом чистые. Засухаривает. Все клапана на месте. Ставит на ГБЦ. Ставит везде стаканчики по размеру. Пронумерованные. Смазаны везде все распредвалы маслом. Окрашенные крышки распредвалов. Выпускной коллектор. Затягивает звезды распредвалов. Это заглушка, видимо, для выставления меток ГРМ. Интересно осталось с розочкой. Запустили двигатель. Двигатель работает ровно. Капот отсоединил.
фары. Так. И подрамник со всей ходовой снимается. Полностью автомобиль разбирается. Полностью разобрали подетально автомобиль. Да, ножик классный у него. Приваривают, там не было дна, видимо. Да, полностью дно приварили. Крыло истерзано просто ржавчиной. Все сошлифовано было. Теперь они этот кузов то есть они обрабатывают металл. Не знаю, как точно эта технология работает, но скорее всего сначала они его полностью в раствор какой-то помещают, а потом наносят защитный слой поверхности. Или сразу защитный слой. Для металла защитный слой. Нет, все-таки в раствор специальный. Или в камеру, которая наносит этот защитный слой. То есть они обрабатывают металл, как у нас это оцинковка, наверное, называется. Не знаю, ни разу сам не участвовал в таких процессах, но выглядит прям, что они серьезно подошли к делу. Все, а здесь наносится, видимо, покрытие. Или оно само образуется на металле. Скорее всего, само образуется на металле. Мятый порог, заднее крыло. Надо было, наверное, сначала выпрямить эти все элементы. Вот тут, видимо, какая-то покрасочная, видимо, камера.
Интересно, интересно снято, прям. Это, видимо, уже грунт конечный. Проклеивается штатным герметиком все швы. И красится. Красивый цвет для Nissan Skyline. Обработка, конечно, на высоком уровне металла. Мятая вон крыша. Амортизаторы, винты. Устанавливаю двигатель с коробкой. Там какие-то элементы уже были. Так. Ходовая часть прикручивается. Рычаги, стойка. И ставятся амортизаторы, винты для регулировки высоты автомобиля. Это, скорее всего, был рулевой вал. Масло свежайшее. Уровень. Остальные элементы устанавливаются. Бампер передний. Машина передвигается, заводится. Вопросов нет. Будут ее докрашивать. Классный мотор, классно собран. Новые там все элементы стоят. Крышек я вот этих красных не помню, но возможно они были у них. У них много что есть, судя по всему. Все элементы перекрашены. И собраны. Элементы турбины.
Патрубки все установлены на турбину. Это чехол на турбину, судя по всему. Не горит, не горит. Классная ткань. Или что это? Это покрытие какое-то. Чтобы ей холодно не было, видимо. Ну, по-моему, все красиво, интересно. Вот тут фары. Ремонтируют фары. Паяльники всякие разные. Ну, такой плавящийся клей. Он усиливает, он просто усиливает, и паяльником сейчас сдвигает пластмассу. Видимо, кронштейны были сломаны. Да, интересно, конечно. Вот насколько вот этой жесткости хватит фаре. На них, скорее всего, там же нету нагрузки никакой. То есть защелкнул ее, прикрутил и все. И... Так, суппорта. Дует воздухом суппорта, чтобы они выплюнули поршня. Снимает краску с суппортов. Белые суппорта красит, видимо. Ну, там высокотемпературная краска, видимо. Порошковая или как она там называется. Делает с золотыми. Новые диски поставили. Вот и фара. Так. Светодиодные ленты. Красиво, красиво сделали. Ленты там просто кинули уже там в конце. Так. Белые крышки и черный капот. Как будто капот либо в цвет надо красить, либо... Что они так оставят? Они ее просто разноцветной сделали.
Ну, в целом хороший ролик. Они починили двигатель, как-то профессионально все покрасили, очень интересно было смотреть. Единственное, я бы вот честно, я бы расцветку сделал все-таки какую-то однотонную. То есть, либо это полностью синий геттер, либо а, ну хотя бы двойную. Но тройная уже расцветка это перебор, как будто. В общем, на этом мы закончим. Интересный ролик был. Познавательно в области покраски. Я не часто сталкиваюсь обычно с механикой. То есть как-то все технологично у них получилось, и они обработали кузов хорошо. Но единственное, он там мятый остался, как бы. Вот это можно было бы выровнять плюс-минус, подготовить ну, чтобы ровно покрасить. Не просто там покрасить, а ровно покрасить. Вот. В целом двигатель хорошо собран. Там, извините меня, там а, выточили новые гильзы, ну, сняли кромку, или эллипсность сняли. Скорее всего, эллипсность сняли, чтобы а, как бы с течением времени, особенно в таких вот блоках, когда ам, высокая температура и нагрузка на двигателя, а у Ниссанов это ну, часто происходящая ситуация, эллипсность ам, цилиндра, то есть он становится таким овальным. Ну, они, соответственно, прошлись просто по размеру и сделали его круглым. Ну, соответственно, наверняка подобрали поршня, потому что они четко их вставляли красиво. И получается, да, в принципе, все там, кольца они вставили, все сделали. Так что спасибо всем за просмотр. Очень познавательный ролик я сегодня посмотрел, даже для себя. Э, Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо всем за просмотр, всем пока.